Ребяшки, ну, честно говоря, вот мы только что приехали, вот только что, и все пытаемся начать снимать этот обзор, но пока не получается, потому что, вот представьте, что вы ребенок, да, и вас пустили в детский мир или в магазин Лего, а у вас всю жизнь была там одна игрушка, и тут вас пускают в магазин Лего, там 5000 квадратных метров, и у вас просто вот глаза. И вот представьте, что вы взрослый человек и всю жизнь увлекались вот такими разными штуковинами. И тут вы попадаете вот сюда и видите вот это. Ну, тут только конкордов 4 штуки. Раз, два, три, 4 конкорда. Во, Air China. Чтобы вы понимали размер человека и размер лайнера. Hello. Это вот такая сходка любителей авиамоделей, но люди, которыми им занимаются, это какие-то пожилые немецкие, австрийские, такие вот приятнейшие люди, пенсионеры и не только. И столько всего интересного. Сейчас, ребятки, рекламная пауза, 55 секунд, потому что не просто было сюда, честно говоря, добраться. И начинаем обзор. Погнали. Это 2 рекламы Йота для 2 скоростей мобильного интернета. Теперь в Йота ты можешь решить, какую выбрать. Выбирай максимальную скорость, если каждый день выкачиваешь терабайты данных, уходя от погони. Или оптимальную, для просмотра видео и любых других сервисов без потери качества и со скидкой за 399 рублей. Не плати за максимальную скорость, если не пользуешься ей. Йота – нормальный мобильный оператор. Итак, ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас на максимально необычном мероприятии. Называется Airliner Treffen 2022, что в переводе с немецкого означает встреча авиалайнеров, слет авиалайнеров, но в данном случае все-таки правильно употреблять слово встреча, потому что, как вы успели заметить, все эти авиалайнеры — это авиамодели, то есть модели самолетов, и сюда они приезжают, прилетают, прибывают не своим ходом, их сюда привозят вот там в специальных боксах, прицепах, таких кейсах необычных. Так, осторожно, смотрите. Пролет, низкий пролет. Так вот, о чем мы? Находимся, значит, на мероприятии Airliner Treffen. Проводится с 2011 года. Раньше оно проводилось раз в 2 года и было такое чисто специализированное, потому что вот все вот эти вот авиамоделисты, люди, которые строят вот такие вещи, многие из них очень такие, нелюдимые, скорее так, не очень общительные люди, и зрителей на это мероприятие не пускали. Сегодня первый год, когда пускают прессу официально вот сюда, вот в зону, вот мы единственное здесь нас сюда пустили, уже специально вот эти браслетики дали, а также пускают зрителей. 5 евро стоит вход, и там огромную парковку отгородили, ожидается много зрителей, потому что в прошлые все годы люди сюда приезжали, ходили вот так вокруг да около по полям с детьми, да, детей очень много, пытались сюда попасть, но их сюда не пускали. В этом году удалось вот всех вот этих джентльменов пожилых уговорить и сделали мероприятие общественным и, так сказать, для всех. Внимание, осторожно, осторожно. В разное время, да и собственно и сейчас, в этом году здесь летали и летают все самые популярные и современные модели самолетов. Boeing 737, 3 семерки, 787 Dreamliner и красавец Boeing 747 компании Virgin Atlantic. Естественно, Airbus A330, A340, громадина A380, вот он перед нами. Причем вот там вот стоит A380 компании Thai. Это самая большая авиамодель в мире. Новейший A350, то есть самолет вышел, относительно недавно, да, уже вот есть точная копия, готовая модель. Есть некоторые интересные модели. Это Ил-62, легендарный советский Ил-62, а также Ту-154М, который на этом мероприятии присутствует вот в таком виде в ливрее Аэрофлот. Вот, пожалуйста, вот стоит. Hello? Hello. English? Just a bit? Why did you decide to build exactly this plane? Not like Airbus or Boeing? I didn't build it. I bought it Really? You bought it? from a builder, yes. Uh-huh. He sold it, and so I'm not a pilot, Uh-huh. but I have a pilot here who will fly it. Why don't you fly? I'm flying little planes, and big planes to fly, I have to learn it first. How much do you have to learn? How long? To learn, a half year. Just to fly this plane? A yes. year? If you are an RC pilot, All right. fly other planes too. How much, if it's not a secret, did you pay for the model? I don't know, it's a long time ago. How much it costs right now? 4,000. And how long it can fly with this fuel tank? For how long? I don't know exactly, but I think 10 minutes is no problem. 10 minutes? Yeah. All right, thank you, danke schön. Thank you, we wish you good luck. Danke.
А380 вылетел. Посмотрите радиус действия. То есть вот стоят пилоты, техники. В команде несколько человек. То есть это не просто там какой-то чувак с пультом, да, там коптером управляет. Это целая команда. Приехал. Так, отойдите. Отходим. Обалдеть. Швейцарская регистрация. То есть многие самолеты — это копии настоящих самолетов, вплоть до регистрационных номеров. На это мероприятие заявлен 61 самолет, чтобы вы понимали, так сказать, масштаб. И 61 самолет — это вот цвет авиамоделирования Германии, Австрии, Швейцарии. Про каждый самолет, просто про каждый, можно рассказывать очень долго. Сами понимаете. И вот сказал хороший пример. Давайте вернемся еще сюда. Вот это у нас Pilatus, да? Все классно, интересно. Турбины настоящие, но салон не проработан вообще. Просто как бы темные закрытые иллюминаторы. А есть самолеты, которые строятся просто годами. Люди там несколько лет тратят на допиливание и там всю жизнь их дорабатывают. Какие-то мелкие детальки там дорисовывают, докручивают, приглашают специалистов, которые вот рисуют, ливреют. И вот некоторые самолеты строят просто по нескольку лет. И рассказывают про каждый, про историю создания. Так, что происходит? Компрессор включили. My question, what are you doing right now? The air for the reflex. What? It's pneumatic landing gear. Вау. Накачивают воздух в систему пневматики, чтобы шасси убирались. То есть деталей очень много. Так вот, некоторые самолеты строят просто несколько лет. Рассказывать можно и о владельцах, и о том, как они к этому пришли. Кто-то купил, кто-то сам строит, кто-то сам научился, кто-то сам управляет. Кто-то вот покупает самолет и приглашает. О, А380 садится, смотри. Красавец, ты посмотри. Кто-то, значит, приглашает пилота, вот до такого доходит, что человек купил самолет, но год нужно потратить на обучение. Так, осторожно. Нужно потратить год на обучение управлению вот таким самолетом, сами понимаете, да, тут все непросто. И приглашают пилотов. Расскажем вкратце о тех, которые вы видите наиболее часто. Это самолеты гражданской авиации, они тут все представлены, вот самые интересные модели, расскажем о каждом. Начнем вот с этой модели, которую мы уже показывали и вкратце поговорили с ее хозяином. Это Ту-154М. Туполев 154М – легендарнейший самолет, буквально несколько самых интересных фактов. Размах крыла 2,35 метра, крылья пока лежат отдельно, но сейчас их поставят на место и самолет готовится к вылету. Длина 2,99 метра, это модель 1 к 16. Так, вот, То есть некоторые самолеты можно носить прям вот так, видите, да? То есть некоторые катают за хвост, некоторые вот аккуратненько, а некоторые прям так. То есть, ну, видимо, конструкция позволяет. Так вот, вернемся к нашему Ту-154М. Первый полет выполнен 3 октября 1968 года. Выпущено 1026 самолетов. Было легендарнейшие самолеты. Мы в свое время тоже, кстати, на них летали. До последнего времени компании Аэрофлот, S7 и UTR использовали эти самолеты. Некоторые сейчас даже находятся в строю. Перед нами два классических самолета Boeing 737, многие из вас на них летали. Это самый массовый самолет в мире. Выпускается с 1967 года. 13 марта 2018 года был поставлен 10-тысячный самолет. И еще один интересный факт. Каждые 5 секунд в мире взлетает и садится Boeing 737. Несколько технических фактов об этих моделях. Размах крыла 1,8 метра, длина 1,9 метра, масштаб 1 к 18, вес всего 3 килограмма, мне написано 3 килограмма, да серьезно? Ну, видимо, судя по тому, как он его нес, он и вправду довольно легкий. То есть 3 килограмма, чтобы вы понимали, и вот там вот стоят модели 150. Ребятки, готовятся к вылетам Конкорды, их здесь 4 штуки, и причем полетят сразу 3. Как вы знаете, было 2 сверхзвуковых пассажирских самолета. Это Конкорд, британско-французский самолет, а также Ту-144. Несколько интересных фактов о Конкордах. Размах крыла у этой модели 1,85 метра, длина почти 4,5 метра. Это масштаб 1 к 14. Весят они 23 килограмма. Каждая модель, несмотря вот на такие свои огромные большие габариты, всего 23 килограмма вес вот у этих моделей. Это самолет с дальностью полета до 10 тысяч километров. Ну и самый интересный факт, конечно, это то, с какой скоростью он летал и с какой скоростью он преодолевал расстояние. 2440 км в час максимальная скорость этого самолета, и расстояние между Лондоном и Нью-Йорком,
который сейчас, так сказать, обычный там какой-нибудь А350 преодолевает за 7-8 часов, этот самолет преодолевал за 3 часа 20 минут. А бывали случаи, когда был попутный ветер и подхватывал это ветер самолета, попадал в струю, и он менее чем за 3 часа пролетал это расстояние. Билет туда-обратно на этот самолет в те времена стоил $10 500. Но в 2003 году полеты на этих самолетах прекратились, потому что, ну, они, честно говоря, были не очень эффективны. Наравне со современными лайнерами затраты на обслуживание, на топливо и, так сказать, на инфраструктуру аэропортную для этих самолетов были гораздо выше, чем у современных моделей самолетов. Но интересный факт. Прямо сейчас авиакомпания United, если, так сказать, верить тому, что они говорят, работают над проектом сверхзвукового пассажирского самолета. Так ли это на самом деле, узнаем через несколько лет, надеемся. Но вроде как это правда. Вот начались фигуры высшего пилотажа. Смотрите, 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 смотрите. Вот. Вот даже вот такие вещи тут делают. Wow. Transmitter. Can you please tell us about it? Yeah. There's a standard transmitter. Uh-huh. What you use is normally the 2 sticks for flying, Yeah. and the other switches for other functions like landing gear, What? brake, and so. What's the maximum distance the plane can The fly? limit is your eyes. No? Oh, really? If you don't see the plane, you cannot. Uh-huh. What is the connection type between the remote control and the RC? Is it Wi-Fi or radio? 2.4. Kind of Wi-Fi, Yeah. 2.4 gigahertz. Ah, 2.4. But is there any like помехи? Mit Störungen, wie geht's dann mit den Störungen? You have a channel switch, 10,000 switches per second or something like that. Uh-huh. So high frequency change of the frequency. Is there And no? it's connected Yes. with only our receiver. So another one can use a receiver also on 2.4, doesn't matter. But if it loses the connection, is that possible? Flies too far Nothing is away. impossible. Yeah. So Then you have a problem. Serious. can he fly back like a drone No, with the it can't. GPS? No, it can't. With the rotors, it's possible to stay. To stay, yes. Uh-huh. This is impossible with the plane. So what shall be the Yeah. right way to fly? And what's the maximum height? Also, your eye is the limit. 1 kilometer or something. 1 kilometer. Nice. Thank you. Thank you. Dankeschön. Это громко, знаете ли, это прям сверхзвук какой-то. Это очень громко. Пульт похож на «Назад в будущее». Помните, у Делориана был, у Дока? Машина на дистанционном управлении. Снимай. Обалдеть. So you put it every time up when flying, right? So this position is for start and this is for flight Flying, yeah. and landing Uh-huh. is a nose one. How long did it take to build the plane? Half a year. Half a year? Not so much, right? I was a kid. Where can you fly it? Can you fly it like in your backyard or somewhere? You need a special allowance for that. Like permission, official? So how many times do you fly during the year? Only here or somewhere else? For me, it's between 5 and 10 times a year. You know. Just 5 times. How much money did you spend to build the plane? Oh, my wife must not know that. But you can buy a car for that. Oh, really? Good German car, right? Not a good one, but a small one. All right. Thank you. All right. Посмотрите вот на это. Не ожидали это здесь встретить, но сколько времени, сил и нервов, я не побоюсь этого слова, потрачено на строительство вот этого, не представляю. Мы вот пока что не нашли владельца этой красоты, но где-то он здесь ходил рядом. Есть еще спортивное авиамоделирование, вот там самолетики стоят. Ну вот мы один видели там, да, вот летал, крутился, выполнял фигуры высшего пилотажа. Вертолет. Редкий вертолет – это мероприятие только по самолетам.
Есть еще отдельное мероприятие по вертолетам. Your plane? Yes. Really? Yes. That is absolutely awesome. Where are you from? I'm from Austria. From Austria. And how long did it took to build this plane? I need 3 years and about 2,000 hours. 2,000 hours. Did you build like everything yourself? Yeah, it's built from scratch, yes. Can you put someone inside the plane to fly? No. Like a Of cat course or a dog? But Yeah. it's huge. Yeah. No, it's not possible, of course. Really? Yeah, I have a place, but it's A not place allowed. inside. Yeah, I have place inside, but it's You not mean allowed. like safety features? Yes. But technically, Technically, it's possible because I can load about 30 kilograms. how much money did you spend? I spent 25,000 euros 25,000. without working time, of course. Yes. So, and if someone comes to you right now and asks to build the same, can you build for I someone? can build, but I will not do it once more. Why? It's a lot of work, and Really? yes, If someone tell I pay you like a 1 million euro, no 1 million. It's not possible, but 150,000 euros is okay a price for this aircraft. beautiful. What do you plan to do with it? To fly or to sail No, or to fly. Yes. to fly? Will you fly today? Not me, a friend of me, because I'm too nervous. Oh, really? Yes. But did you fly it yourself? Not yet. It's now 2 years old, the plane, Yes. and I never flight with it. But I think this year I will make it. Really? But without any people. And, And when do you plan to fly? I don't know, but I think in around 1 hour. 1 hour. It's beautiful. It's beautiful and very nice to meet you. Like very nice. Thank you. Thank you. Ребятушки, начинается самое интересное. А380 в ливрее авиакомпании Тай. Это самая большая авиамодель в мире прямо сейчас, которая вот на ходу и, собственно, пассажирская. Это турбина? Я думаю, самолет летел, а это турбина так даже пахнет вот точно так же. О, как дует, нифига себе! Вот это фантастика! Вы только посмотрите! Значит, человек в шляпе – это Ади Питц, человек, который организовал, придумал все это мероприятие, легенда авиамоделизма. У него есть свой Конкорд, тоже много разных моделей, он сам строит. Человек с пультом, и, собственно, это пилот этого, так, тестовый прогон. Красота! Так, давайте отойдем. Ну, в общем, даже нет слов, честно говоря. Это надо хоть раз увидеть живьем, потому что ты видишь это на YouTube, где-то на фотографиях, и такой, ого, вау, а потом видишь это живьем. Эта игрушка, люди там потратили несколько лет, и это фактически маленький самолет. Туда ребенка можно посадить, как нам сказали. Ну, то есть кота он легко увезет. Высоко пошел, смотри, как высоко. Немножко грубо говорить, наверное, неправильно игрушечный, потому что, ну, это какая-нибудь там игрушка маленькая, Барби вот эта игрушка, а это уже, ну, шедевр во всех смыслах. Это что-то с чем-то. Ребятки, что мы сейчас видели, это фантастика во всех смыслах этого слова. Вот пилот, сейчас вам покажу еще. Это пилот. Рядом владелец, собственно, этого самолета, человек, который его сделал, но который до сих пор боится на нем сам летать, потому что, говорит, стрёмно. В общем, скажем вам честно, мы около года пытались с ним общаться. Он, в принципе, активно с нами общался, но говорил, что нет, не хочу интервью, вообще не хотел. И вот тут, наконец-то, мы его встретили. И хоть как-то мы с ним поговорили. И еще увидели этого красавца в деле. Фантастика.
Ну, ребятушки, как видите, самолетов много разных интересных. Вообще авиамодели, это вертолеты, самолеты, маленькая техника, огромная вот такая вот. Но то, что стоит прямо сейчас перед нами, это самая большая авиамодель в мире. Давно мечтали вам показать, честно говоря, около года потратили, чтобы приехать сюда, договориться вот с организаторами, чтобы нас пустили показать вам, какие вообще штуки в мире бывают. Человек, конечно, потратил огромное количество, колоссальное количество времени, усилий и денег, но, наверное, оно того стоило. Да, вот увидеть это живьем, это фантастика. Да и, честно говоря, на YouTube на такой тоже вот огромный респект владельцу и пилоту. Интересно такое посмотреть. Ждем ваши комментарии. Привет из Германии. Увидимся. Пока.